Привет, друзья! Партия «Альтернатива для Германии» оказалась в центре нового скандала. АДГ отпраздновала свои успехи на выборах, устроив в своей берлинской штаб-квартире в районе Райникендорф масштабную вечеринку. Однако, как выяснилось, проведение этого мероприятия было не согласовано с владельцем здания. В ходе вечеринки партия проецировала свой логотип крупным планом прямо на фасад здания, а также установила во внутреннем дворе плакаты. Это вызвало серьезное недовольство арендодателя, который в ответ решил действовать жестко по отношению к «Альтернативе для Германии» и Алис Вайдель. Владелец недвижимости немедленно отправил АДГ безусловное уведомление о расторжении всех арендных соглашений, но поскольку партия проигнорировала требования съехать в установленный срок, теперь дело дошло до суда. На данный момент в земельном суде Берлина подана официальная жалоба о выселении по причине нарушения общественного порядка на объекте. Причиной обострения конфликта стала та самая вечеринка в феврале 2025 года после выборов в Бундестаг. По утверждению арендодателя, мероприятие проходило без его разрешения. Из-за проекции на стены и палаток во дворе другие арендаторы здания столкнулись с проблемами. Из-за полицейских блокировок и уличных демонстраций многие не смогли попасть в здание. Цитата: «Угроза объекту возросла», приводит слова адвоката арендодателя издания Bild. Но здесь я хочу отметить, что напряженность между арендодателем и партией «Альтернатива для Германии» АДГ возникла не вдруг. Еще сразу после переезда осенью 2022 года партия попыталась установить флагштоки партийной символики, но получила на это запрет. Согласно условиям договора аренды, любые формы политической рекламы были категорически запрещены. Тем не менее, с помощью проекции логотипа на фасаде здания АДГ грубо нарушила эти правила, указанные в соглашении. Это уже не шутки. В письме о расторжении арендных договоров арендодатель не сдерживал своих эмоций, охарактеризовав «Альтернативу для Германии» как арендатора, который нарушает все установленные договоренности и любые нормы приличия, совершает нарушение общественного порядка и создает угрозу имуществу арендодателя, а также оказывает давление на всех других арендаторов здания, преследуя исключительно свои эгоистические интересы. Для справки, сама партия АДГ заключила осенью 2022 года 3 договора аренды, охватывающих около 2400 квадратных метров офисных помещений и 20 парковочных мест. За эти площади в северо-западной части Берлина партия ежемесячно выплачивала 42 775 евро базовой арендной платы. Это, кстати, без учета коммунальных расходов. Альтернатива для Германии АФД, несмотря на требование освободить помещение до 31 марта, отказалась съезжать. Вместо этого партия направила владельцу здания письмо, в котором утверждала, что при подписании договоров тот должен был предусмотреть возможность проведения политических мероприятий. Более того, представители партии заявили, что во время скандальной вечеринки они посвятили лишь очень маленькую часть стены, выходящей во внутренний двор, и то лишь на короткое время. Теперь окончательную точку в этом конфликте предстоит поставить суду. А я вам буду сразу сообщать, чем это закончится, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить, и включите колокольчик. Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер вместе со своим австрийским коллегой, министром внутренних дел Герхардом Карнером, совершил тайный перелет для проведения важного разговора с представителем переходного правительства Сирии. Это событие стало возможным спустя ровно месяц после того, как ранее запланированный визит в Дамаск был в последний момент отменен из-за соображений безопасности. На этот раз Нэнси Фейзер прилетела в сирийскую столицу без предварительных анонсов, то есть тайно. Как и во время первой попытки, которая 27 марта неожиданно завершилась в Иордании, сопровождает ее австрийский министр Герхард Карнер. Главная цель их поездки – это изучить, насколько реальны перспективы добровольного возвращения сирийских беженцев на родину. Помимо этого, для обеих сторон также крайне важным вопросом остаются возможные принудительные депортации в Сирию. Цитата: «Мы знаем, насколько напряженной остается ситуация в области безопасности и насколько тяжелое гуманитарное положение людей», подчеркнула в ходе визита Нэнси Фейзер. Тем не менее, она выразила намерение обсуждать с временным сирийским руководством возможность возвращения. Цитата: «Для нас на первом месте стоит то, чтобы преступники и исламисты могли быть как можно быстрее депортированы», добавила она, обозначив приоритеты немецкой стороны. Между тем, крупнейшая в Германии организация по защите прав
иммигрантов выступила с категорическим предупреждением против любых депортаций в Сирию. В своем заявлении организация напомнила, что такие действия однозначно нарушают международные нормы в области прав человека. Цитата. «В Сирии только что произошла самая крупная за последние годы массовая трагедия представителей алавитской общины. Новое правительство, возглавляемое боевиками, либо не захотело, либо не смогло ее предотвратить», говорится в их сообщении. Более того, права женщин, религиозных и этнических меньшинств остаются под серьезной угрозой. Тот, кто депортирует людей в такие условия, сознательно подвергает их жизни опасности и целенаправленно разрушает систему защиты прав человека, предостерегает организация по защите прав иммигрантов. Таким образом, действия правительства Германии в Сирии балансируют на тонкой грани, и приходится принимать тяжелые решения или депортировать, или оставить сирийцев в Германии. После стремительной декабрьской кампании, в ходе которой 8 декабря коалиция под руководством исламистской группы Хаят Тахрир аш-Шам свергла многолетнего сирийского лидера Башара Асада, ситуация в стране остается крайне нестабильной. Асад был вынужден бежать в Москву, а пост временного президента занял глава исламистской группировки Ахмед аш-Шара. Федеральное правительство Германии, включая министра иностранных дел Анналену Бербак и министра внутренних дел Нэнси Фейзер, вынуждено действовать осторожно. С одной стороны, оно стремится поддержать перезапуск Сирии, которая после более чем 13 лет разрушительной войны остро нуждается в помощи извне и в отмене западных санкций. С другой стороны, несмотря на прагматичный курс нового руководства страны, остаются серьезные сомнения в том, что права христиан, алавитов и других религиозных меньшинств будут в полной мере защищены. При этом большинство сирийцев, как и сам Ахмед Шараа с его сторонниками, являются суннитами. В аэропорту Дамаска Нэнси Фейзер встречает высокопоставленный представитель сирийского министерства иностранных дел. Прием проходит в дружественной атмосфере, но без рукопожатий. Фейзер сразу же интересуется текущей обстановкой в стране. Сирийский чиновник характеризует ситуацию как осторожно оптимистичную. Что касается безопасности, он успокаивающе говорит о некоторых отдельных инцидентах. На посту нового министра внутренних дел Сирии с 29 марта находится Анас Хаттаб, который лично приветствует делегацию из Германии и Австрии. Его назначение состоялось после того, как временный президент Аль-Шараа сформировал новое переходное правительство. И здесь хочу для вас отметить, что Хаттаб и Аль-Шараа знакомы еще со времен совместной деятельности в Ираке, где они в прошлом поддержали местное подразделение Аль-Каида в борьбе против американских войск. Для справки должен сказать, что на сегодняшний день Сирия по-прежнему остается одной из основных стран происхождения для просителей убежища в Германии. Только за первый квартал текущего года, внимание, 9861 человек из Сирии подали свое первое заявление на предоставление защиты в Германии. На 31 марта оставались нерешенным еще 52 344 дела сирийских заявителей в Федеральном ведомстве по миграции и делам беженцев. После декабрьского переворота ведомство временно приостановило вынесение данных решений по сирийским делам, однако к концу марта, по данным Министерства внутренних дел, 1080 граждан Сирии находятся в статусе лиц, подлежащих обязательной депортации. С января в Министерстве внутренних дел Германии ведется работа над специальной схемой, которая позволила бы сирийским беженцам совершать ознакомительные поездки в Сирию без потери их статуса и защиты в Германии. Согласно этим планам предусматривалась бы либо одна поездка продолжительностью не более 4 недель, либо 2 поездки по максимуму 2 недели каждая. Целью таких поездок должно было стать изучение возможностей для добровольного возвращения. Тем не менее, не все политики поддержали эту инициативу. Особенно критически высказался министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман, который выразил сомнения относительно целесообразности таких исключений. Хочу сказать, что для Нэнси Фейзер это последний визит в должности министра. Уже скоро она должна принять еще участие во встрече министра внутренних дел для немецких стран в австрийском Кремсе. А в рамках переговоров по формированию новой черно-красной коалиции во главе с Фридрихом Мерцем было решено, что в будущем пост главы МВД займет представитель от ХСС. Будет ли Германия сейчас рисковать жизнями людей ради политических целей, или здравый смысл все же возьмет верх, покажет ближайшее будущее. Подпишитесь и спасибо за просмотр.